Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я продемонстрирую вам, как приукрасить и изменить загрузочное окно, установив тему для Grab. Делается это все довольно просто. И я покажу это на примере темы под названием PolyDark. Скачать ее можно с нескольких сайтов: gnome-look.org или store.kde.org. Тут не имеет значения, так как это по сути одно и то же. Определяемся, откуда скачивать, и переходим в назначенную вами папку для загрузки. Магия KDE, ну ничего страшного. Продолжаем. Далее выбираем наш архив, жмем правую кнопку мыши и выбираем распаковать. Выбираем любое удобное для вас место. Потом переходим в разархивированную только что папку. Правой кнопкой мыши по пустому месту выбираем пункт действия и открыть терминал в этой папке. После чего вводим следующую команду для запуска скрипта. Вводим пароль и выбираем нужный нам язык от 1 до 10. Я выбираю русский, он под цифрой 8. Скрипт автоматически все сделает. После чего можно удалить сам архив и папку. Но для начала лучше убедиться в том, что тема действительно установилась. Для этого необходимо установить Grab Customizer и запустить его. В большинстве случаев установка происходит успешно и без проблем. Однако у меня на виртуальной машине так не произошло, и в этом нет ничего страшного. Исправить это можно довольно просто, установив тему вручную. Таким образом устанавливаются обычные темы, у которых нет скрипта. Для этого необходимо через root перейти по следующему пути: boot, grab, themes и переместить папку с темой. У меня скрипт папку создал, а файлы не смог разархивировать. Я запускал скрипт через sudo, но результат был такой же. Все, заходим в Grab Customizer, настраиваем так, как вам необходимо, проверяем, установилась ли тема. Содержимое темы отображается корректно и нет никаких ошибок. Проверяем все настройки и сохраняем конфигурацию. Также бывает, что название или значок системы отображается неверно. У меня на Linux Mint 20 так было. Для исправления этого необходимо перейти в boot, grab и открыть файл grab configuration. И везде изменить неверное название, к примеру, у меня Debian, на название вашего дистрибутива. У меня на моем компьютере система определилась как Ubuntu вместо Linux Mint, и мне пришлось таким способом менять все. Я изменю только в одном дополнительном параметре для демонстрации. Сохраняем изменения и перезагружаемся для проверки. Как вы видите, последний дополнительный пункт имеет значок Linux Mint. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем спасибо за внимание.